Ребята, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. С вами Кирилл и Тома. А мы находимся на высокой точке одной из самых высоких столиц мира. Столица Эквадора, город Кито. Сейчас мы приехали на обзорную площадку, на холм Эль-Панесильо. Здесь располагается статуя Девы Марии. Чуть позже еще вам покажем ее поближе. Город Кито считается одним из самых красивых городов Южной Америки. Он располагается вдоль межгорной долины, поэтому протянут достаточно далеко. Население больше 2 миллионов жителей. Славится город Кито своими соборами, парками, также обзорными площадками. Сейчас за моей спиной находится самая высокая алюминиевая статуя в мире. Ну, соответственно, самая высокая статуя Девы Марии с крыльями. Порядка 45 метров. Возвышается она на таком постаменте. Ногой давит змею. И помимо статуи здесь, конечно же, есть обзорная площадка. Открывается вид на историческую часть города. Можно полюбоваться просторами Кито. А город Кито находится на высоте почти 2900 метров. Поэтому с непривычки даже может тяжело дышаться, не хватать воздуха. Здесь расположена такая информационная карта, на которой обозначены достопримечательности различные Кито, которые можно увидеть со смотровой. Здесь есть и соборы различные, есть театр, базилика, музеи. Также в эту алюминиевую статую можно зайти и подняться немного наверх. Там будет небольшая смотровая площадка. Сейчас мы это и сделаем. Чтобы подняться наверх на смотровую площадку, нужно заплатить еще $1, а также показать сертификат о вакцине. Помимо небольшой обзорной площадки, здесь также есть красиво расписанные витражи. А также за стеклом показаны некоторые соборы, церкви, которые располагаются в городе Кито. Я надеюсь, мы сегодня еще отправимся и посмотрим некоторые из них. Поднялись на этаж выше. Здесь есть в миниатюре вот такие вот фигурки именно из этой статуи. То есть вот это подиум, это шар, на котором стоит Дева Мария с крыльями. Это змея, которую она давит ногой. Вот такая вот змеюка. Это вот сама фигурка Девы Марии. А это ее венок. Таким образом, помимо самой обзорной площадки, на которой мы еще не поднялись, здесь есть еще небольшой музей, где можно погулять, посмотреть. Рассказаны интересные факты о строительстве этой статуи, о самом городе. Кстати, вот эта большая 40-метровая статуя, она явилась таким прообразом маленькой 30-сантиметровой, которая располагается здесь недалеко в церкви. Почитаемая маленькая статуя Девы Марии. И потом городские власти решили на этом холме построить именно ее, именно вот эту вот статую Девы Марии с крыльями. Вот сейчас вроде бы уже поднялся на обзорную площадку, самый высокий этаж. Открывается красивый вид на старый город Кито. Я не устаю любоваться этим прекрасным городом. Немножко здесь еще такой дует ветерок. Погода освежающая. Мы сегодня можем избавиться от наших курток. Во всех городах Эквадора прохладно. Да, поэтому такой стереотип, что в Южной Америке обязательно очень жарко, это всего лишь стереотип. Здесь такая комфортная, прохладная погода.
Мы уже спустились вниз. Сейчас будем вызывать либо Uber, либо поедем на такси. Кстати, рекомендуем всем скачивать приложение Uber, пользоваться Uber, потому что очень недорого получается такси. Также еще можно сюда добраться на автобусе, но мы сейчас пропустили один автобус, который проехал прям прежде, чем мы спустились. А так автобус примерно ходит раз в 40-45 минут, судя по нашим ощущениям. В итоге Uber нам вызвать не удалось, потому что плохо ловит связь. Поэтому поехали просто на такси, немногим дороже, $3. Сюда мы приехали за $2. Ну, то есть цена такая, знаете, адекватная. Вот, на автобусе еще дешевле будет, но он уехал прямо перед нами, поэтому не удалось его поймать. Ну, таксист своеобразный оказался, спустил нас с горы, сказал, что 200 метров буквально осталось вам пройти до церкви, куда мы собирались идти, поэтому пройдите, пожалуйста, пешком, потому что здесь одностороннее движение. Ну, ладно, прогуляемся. Сейчас мы дошли до церкви и до площади Санта-Клара. Вот здесь есть информационная табличка, поэтому мы прочитали и можем об этом вам рассказать. Ну, а сами мы направляемся в другую, более значимую церковь. Еще метров 100, наверное, и мы до нее дойдем. А пока любуйтесь видами города Кито, его старой части. Недаром этот город занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Именно за счет этой старой части города. Сейчас мы сидим на площади перед церковью Сан-Франциско. Летают вокруг голуби. Прямо над головами парят. Эта церковь ровесник городу Кито. Она была здесь построена самой первой, строили ее 70 лет. Поэтому очень такое древнее сооружение, почитаемое всеми жителями. Вышли из церкви, там вы видели, очень красиво, сделал несколько кадров. И также в этом здании располагается музей. Практически с любой точки города можно наблюдать 200-метровый холм, на котором мы были с вами совсем недавно, и красивая статуя сверху. Дошли мы до еще одной церкви, она считается одним из самых красивых сооружений в Эквадоре. Называется Ля Компания. У нее такой замысловатый фасад, вырезанный из вулканического камня. Сейчас постараюсь показать вам немножко поближе. Друзья мои, мы думали, сейчас пойдем внутрь. Немножко вам подснимем, знаете почему? Потому что внутри на отделку этого храма ушло около 7 тонн золота, как писали. Но мы не думали, что вход в церковь платный. Представляете, $5 человека. Но это очень странно как-то. Поэтому мы решили внутрь не заходить, а просто полюбоваться этим красивым сооружением снаружи. Мы бы с удовольствием посетили эту церковь даже за $5, но у нас осталось не так много наличных денег, а совсем скоро мы покидаем Эквадор. Взяли местную булочку за 25 центов. А теперь еще возьмем здесь рядом кофе. Сейчас дошли до площади, которая называется Гранде Плаза, то есть в переводе «Большая площадь». Установлены здесь какие-то монументы, много скамеечек, много отдыхающих. Надо сказать, что очень много людей гуляет по старому городу, исторической части его. Успели уже немного изучить информацию об этой площади. Она также называется Площадью Независимости, считается самой большой площадью в городе. И здесь установлен монумент в честь независимости республики. Сейчас мы от центра хотим дойти до еще одного интересного собора, но наш путь идет все время в горку. Достаточно большие перепады высот здесь, либо спуски, либо подъемы, потому что
Как я уже говорил, Кито находится в таком межгорье. Недалеко от площади, на которой мы находились, находится также собор, который называется Национальный собор Дель Вота Националь. Его очень часто сравнивают с Нотр-Дам-де-Пари за его готический стиль. Правда, здесь нет горгуль на фасаде, а есть национальные животные Эквадора. Пеликаны, обезьяны, черепахи. Сейчас мы поднялись уже наверх, на территорию этого собора. Кстати, он является самым большим готическим собором во всей Латинской Америке. Представляете, какое огромное сооружение. Его, кстати, украшают как раз две огромные колокольни, 115 метров высоты. Вот они, представляете, одна и вторая. Можно подняться наверх, и там будет интересная смотровая площадка на город. Мне стало самое интересное посмотреть, как же выглядят эти животные на фасаде, и я прошла сбоку этого собора. Вот так вот выглядят эти животные. Ну, пока похожи на каких-то кабанов, либо свиней. А там дальше то ли динозавры, то ли кто, не знаю. На черепах не похожи, вроде на пеликанов тоже. Вот дальше вижу овечки, какие-то броненосцы. А вон там, вот, вижу утку. Утку вижу такую, как будто бы она в полете. А вот это очень похоже на готическое животное, вот последнее. Надо отметить, что по Кито очень приятно гулять, потому что не так много людей. Возможно, потому что все туристы, основная их часть, иногда даже пропускают Кито и едут сразу в баню смотреть на водопады. Вот, поэтому основная масса туристов здесь, а здесь так спокойно гуляешь. Ну, правда, на площади были люди, но в основном там тоже были местные, хотя, безусловно, туристы встречаются туристические группы с гидами. А вон там, вот, смотрите, видны викуни. Мы их видели в одном из парков, когда шли к лагуне у вулкана. Все, наша сегодняшняя прогулка, и Кирилл жаловался о том, что я хочу кофе и совсем не вижу кофеин. И что в итоге? Пока мы с вами гуляли, смотрели на животных на этом соборе, Кирилл заказал мне капучино. Кирилл остается в кафе допивать кофе, есть булочку. А мы с вами пройдем внутрь собора и попробуем подняться на обзорную площадку. Кирилл мне говорит, иди поднимись, значит, на обзорную площадку, там будет лестница. А оказывается, здесь лифт и вход платный, поэтому сейчас я иду узнавать стоимость. Вход на обзорную площадку стоит $3. Детям до 5 лет бесплатно, а местным $2. Все, взяла заветный билетик, теперь иду на обзорную площадку, точнее, сейчас иду к лифту. Так, вот здесь лифт. Выбираю первый этаж и, видимо, едем как-то до второго. Но мне так сказали, что лифт идет не до конца обзорной площадки, а где-то останавливается на середине. Поэтому, возможно, еще подъем. Ну, обычный лифт, ничего такого. Никакой светомузыки. Так, вот здесь выбираю Мирадор и Пуэнте. Вообще пишут, что это самая высокая обзорная площадка в Кито. То есть там, где мы были, она уже на высоте находилась, поэтому она как бы высокая. А здесь, получается, не на высоте, но она самая высокая. Так, 3-й этаж. И вот мы видим лестницу. Сначала сувенирный магазин. Такой пончо, $26. Маленькие альпаки, как обычно. А здесь, я так понимаю, тоже можно выйти на балкончик. Просто балкон у магазина. Может быть, есть еще обзорная. Вон, смотрите, Кирилл внизу. Вон. А вот обзорная площадка, на которой мы были. Видите? Дева Мария на холме. Так, все-таки нужно идти еще наверх. Вижу лестницы, и что они ведут к часам. Поэтому поднимаюсь сейчас наверх. Буквально пару минут, и мы находимся с вами у часов. Здесь также есть еще кофейня. Одна из немногих в городе Кито. Ну и, конечно же, вид открывается на сам собор, на город. Уже с другой стороны, Деву Марию здесь не вижу, Кирилла тоже. Прошла сейчас через кофейню и увидела тоже Деву Марию. Тоже здесь есть балкончик. И Кирилл, сидящий в том же положении внизу. Смотрите в кофейне, какие продаются интересные напитки. Канелы – это корица, это из ягод, почти как в Мексике кокос, маракуйя. Интересные напитки.
Мне сказали, что можно подняться еще выше. Здесь есть небольшая винтовая лестница, и мы сейчас с вами поднимемся по ней. О, смотрите, вот эти часы, которые мы только что видели. И можно еще выше подняться. Чуть повыше мы видим фотографии достопримечательностей церковь Куэнка. Мы ее с вами видели. Поднимались наверх Галапагосские острова, на которых мы, к сожалению, не побывали. Водопад в Банисе, лагуна Килатоа. Последние ступеньки буквально. И оказываемся в башне. Ого, ничего себе, меня аж дух захватывает. Держу прям камеру крепко. Смотрите, напротив башни. Я сейчас нахожусь в башне. Ничего себе! То есть вот за мной другая башня, а я внутри другой башни. Здорово. Мне кажется, я даже на одном уровне сейчас нахожусь с этой Девой Марией. Очень высоко. Даже было немножко страшно подниматься по этой винтовой лестнице. Она совсем узкая, прозрачная. То есть ты идешь, поднимаешься и постоянно видишь все, что находится внизу. И Кирилл сидит все в том же положении. Полюбовалась, посмотрела, но долго я здесь тоже проводить время не буду, потому что мы хотим попасть в еще одно место, поэтому задерживаться нельзя. Я решила спуститься на второй этаж и посмотреть, что же такое разутоп. Мне кажется, что все-таки это витражи. Вот, но надо же убедиться. Так, видим орган, который нельзя трогать. Ну да, и вот витраж очень красивый, разноцветный и большой. О, он не один, ребята. Это мы видим с одной стороны, и вот что мы видим с другой. Конечно, такой красотой можно любоваться долго, но нельзя забывать про время. Так, ну все, побежала тогда к Кириллу. Мне даже из кафе, сидя внизу, наверх смотреть было, знаете ли, так немножко страшновато. А вот то, что Томочка была на высоте выше 100 метров, ну, тебе понравился вид, да? Вид очень понравился, и вообще интересно то, что там не одна обзорная площадка, а всего получилось их несколько. Несколько балкончиков, поднимаешься, смотришь. А еще один важный момент, который ты не знаешь, что знают наши подписчики и зрители, то, что мы смотрели еще витражи красивые. Они находятся не на обзорной площадке, но наоборот ниже, на втором этаже. Да, я читал, кстати, о них, то, что внутри красивые витражи. Ну, здорово, я потом сам с удовольствием посмотрю на видео на них. Кстати, приходите сюда, в эту базилику, в первой половине дня, потому что около 5 часов сейчас уже двери потихонечку закрываются. В завершении нашего вечера мы вернулись на Большую площадь, где находится монумент независимости, и сели здесь в ресторанчик, который называется «Лавид». У нас очень красивый столик с выходом на эту площадь и с флагом кита. Всем гостям этого ресторана как комплимент приносят хлебушек. Говорят, что это хлеб, который пекли их матери в древнее время. Хрустящий, только что испеченный, с масличком. Вкусный хлеб, действительно хрустящий. Вкус какой-то у него необычный, я не могу его описать. У него и цвет необычный, такой розовый. Он прям горячий и очень мягкий внутри. В Южной Америке очень популярно блюдо, которое называется севиче. Причем, знаете, в разных странах готовят по-разному. В Перу есть какой-то один рецепт, я знаю, что они там едят просто сырую рыбу с чили. В Колумбии по-разному готовят. А здесь тоже это блюдо в каждом ресторане могут подать по-разному. В нашем случае это рыбка, креветки, 2 разных соуса, лайм, авокадо. Плюс к этому всему идет еще попкорн, банан зеленый и юка. Вообще нам принесли ложку, поэтому я предполагаю, что это блюдо пробовать вместе с соусом. Кирилл решил отдельно попробовать сначала креветочку. Давайте попробуем, что как можно, скажем так. Ну, знаешь ли, сколько мы креветок перепробовали, тут нас чем-то удивить сложно. Просто стоит отметить, что это холодное блюдо, холодная закуска, и в разных местах разный соус. То есть здесь он такой больше масляный, какой-то бульончик, а здесь он такой более густой, беленький. Смотрите, такой соус интересный. Более сливочный. Попробуй. Да, прям. Очень знакомо что-то, не могу вспомнить, но
Не похоже на то, что мы пробовали в Колумбии? Не знаю, что-то густое и вкусное. Густое и вкусное. Ну и вообще это... Вообще это ресторан эквадорской кухни, поэтому пробуем национальные блюда этой страны. Попробовала я этот соус таким, значит, коричневатым цветом. Похож он на сливочный, но в реальности это арахисовый соус. Основные блюда у меня это ягненок, картошка, банан и рис. Также мне еще подали свежие овощи, авокадо, помидорка, зелень. Сразу же хочу попробовать этого сочного ароматного ягненка. Мясо отделяется очень просто. Это очень вкусно. Мясо тает во рту. Я не знаю, в чем его тушили, но такое чувство, как будто бы здесь еще есть какие-то фрукты. Оно полусладкое, такое, знаете, соленое. Вкус невероятный. Какой, Кирилл, сочный стейк. Пришло время его разрезать. Медиум прожарка. Мне кажется, этот стейк будет просто на 5. Да. Выглядит великолепно мясо. Просто великолепно. Давайте сразу соус еще попробуем. Мясо нежнейшее. Я просто хочу, чтобы вы обратили внимание, ребят. Я даже немножко перестану, чтобы было вам видно, какая красивая подача. Вот здесь, значит, овощи. Да, они не просто овощи, они тушеные, да, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, на гриле или тушеные, да. Видите, в огурчик завернули, сделали вот такую вот форму красивую. Черри аппетитно выглядит. Сверху тоже получается огурчики белые. Да, ну и овощи. Маринованные. Различные. Давай попробуем. И картошечка, посмотри, брусочками как сделано. Овощи, кстати, они, знаете, бывает просто на гриле, да, или еще что-то. А здесь они такие, ну, не знаю, такой почти свежей консистенции, немного тушеные, буквально несколько минут, я думаю. Они в соусе? Они почти натуральные. Ну, конечно же, здесь есть соус, да, мы даже, видим, но они по вкусу как какие овощи изначально прям. Как ты оцениваешь свое блюдо? Твердая пятерка, думается мне. Сейчас еще кусочек стейка отрежем. Вот у меня тоже очень вкусно все. Я оцениваю свое блюдо тоже на твердую пятерочку. Мягкое мясо. Один из лучших ресторанов вообще в Эквадоре. Не только в Кито. Ну и представьте, с каким видом мы ужинаем. Ужинаем вкусной едой и смотрим на красивую площадь. Отлично у нас прошел день. Вроде бы и центр города Кито посмотрели, и вкусно поужинали местной эквадорской кухней. Но, друзья, вы от нас не уходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждут еще очень много приключений разнообразных. Не забывайте сходить в наши социальные сети. Да, вся информация актуальная там. Всем пока, друзья, всем пока.